Привет, друзья! С самого утра хочу рассказать вам о последних новостях Германии и Европы. В Саксонии снова вспоминают о внутрипартийных настроениях. Там результаты переизбрания местного лидера ХДС показали не такие уверенные цифры, как раньше, и внутри партии уже звучат осторожные комментарии. Тем временем в Германии обсуждают новую пенсионную модель. Экономисты предлагают совершенно другой подход. Создать государственный инвестиционный фонд, который со временем может приносить каждому будущему пенсионеру серьезный капитал. Параллельно в политической среде Германии намечается важный разворот. Зеленые объявили о желании стать ближе к людям с обычными профессиями, к тем, кого раньше партия почти не могла убедить своим курсом. Но и это не все. Германия приближается к символическому рубежу в сфере электромобилей. Рост быстрый, динамика заметная, однако план правительства Фридриха Мерца все больше выглядит недостижимым. Сегодня появилась новость из авиационной отрасли. Airbus сообщил о необходимости срочного обновления программного обеспечения, внимания, для тысяч самолетов А320. Проблему нашли вовремя, но масштабы впечатляют. В экономике Германии появляются предупреждающие данные. Средний бизнес сокращает инвестиции до минимальных уровней за многие годы, а эксперты обсуждают возможные последствия для будущего рынка труда. Обо всех этих последних событиях Германии коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Саксонии переизбрали лидера местного отделения Христианско-демократического союза. Михаэль Кречмер, действующий премьер-министр земли, получил внимание. 83% голосов делегатов и сохранил пост руководителя партии еще на 2 года. Конкурентов у него не было, и он шел единственным кандидатом. Кстати, эти показатели заметно хуже его предыдущих результатов. Напомню, в 2019 году Михаэль Кречмер набрал более 95% голосов, а 2 года назад около 89%. Теперь поддержка снизилась, и внутри партии это называют сигналом недовольства части делегатов. На съезде Кречмер говорил о гордости за Саксонию и призвал партию оставаться стабильной и последовательной в период важных политических процессов. Он также заявил, что после тяжелых лет Германии необходимо возвращать здравый смысл и укреплять доверие граждан к власти. Параллельно делегаты переизбрали генерального секретаря партии ХДС Тома Ункера. Он получил чуть менее 85%. Ункер подчеркнул, что партия будет придерживаться умеренной линии и намерена держать политическую стратегию четкой и предсказуемой. Следующая новость одна из самых важных для Германии. В Германии обсуждают новую пенсионную модель, которую предлагают экономисты. Суть идеи в следующем. Часть пенсионных взносов граждан предлагается не просто расходовать на текущие выплаты, как сейчас, а инвестировать в крупный государственный фонд. Деньги будут работать на рынке, как это делают, например, в государственные фонды в Норвегии и Швеции. Экономисты подсчитали, если начать инвестировать такие средства заранее и регулярно пополнять фонд, то за десятилетия на каждом накопительном счете может вырасти капитал в размере 1 000 000 евро для пенсионера. Это не миллионы наличными, а сумма, которую человек получит в виде пенсионного капитала к старости, и с нее потом будут делать ежемесячные платы. Эту идею обсуждают потому, что старая пенсионная система испытывает нагрузку сегодня, численность пожилых растет, молодых становится наоборот меньше и ресурсов для выплат может не хватать. Новый фонд мог бы снять часть нагрузки с государства и дать людям реальный пенсионный капитал. Некоторые эксперты отмечают, обещание 1 000 000 для каждого звучит оптимистично, но зависит и от рынка, доходности и принимаемых решений. Следующая новость связана с обсуждением изменения курса политических партий Германии. У партии «Зеленые» новый поворот. На съезде в Ганновере руководство заявило, партия хочет стать ближе к обычным людям, особенно к тем, кто работает на заводах, в логистике, в магазинах и получает невысокую зарплату. Один из лидеров партии сказал, что «Зеленые» больше не хотят выглядеть как партия для городских интеллектуалов и обеспеченных сторонников климатической повестки. Теперь они пытаются говорить от имени рабочих и обещают, что переход к экологической экономике не должен ложиться на плечи тех, кто и так еле сводит концы с концами. Партия предлагает, чтобы крупный бизнес, состоятельные граждане внесли больше вклад в финансирование климатических проектов. Руководство открыто заявило, что не хочет, чтобы расходы на климат легли на обычных людей.
Повод для перемен здесь очевиден. У «зеленых» очень слабая поддержка среди работников с низкими доходами. На выборах их почти не поддерживали рабочие, и партия считалась слишком далекой от их проблем. Теперь «зеленые» объявили курс на изменение этой ситуации. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии стремительно растет число электромобилей. По официальным данным, в стране сейчас зарегистрировано, внимание, почти 2 миллиона машин, работающих только на электричестве. Это означает, что Германия близка к новой символической отметке к 2 миллионам полностью электрических автомобилей. Всего за один месяц парк электрокаров увеличился более чем на 50 тысяч машин. И это при том, что государственные субсидии давно сокращены. Тем не менее, спрос держится, люди продолжают покупать электрические автомобили, особенно новые модели с большим запасом хода. Однако есть и другая сторона. Правительственная цель коалиции Фридриха Мерца, напомню, довести число электромобилей до 15 миллионов к 2030 году. И это уже выглядит нереально. Как видите, рост идет, но слишком медленно для такого амбициозного плана. Для сведения, как сообщает статистика, сегодня электромобили занимают примерно 4% от всех автомобилей в стране. Это много по сравнению с прошлым годом, но все еще очень мало, чтобы резко изменить транспортную систему. И это только начало. Airbus – это крупная европейская компания, которая строит самолеты, сообщила о проблеме на своих моделях А320. Внимание, около 6 тысяч машин по всему миру требуют срочного обновления программного обеспечения. Проблема касается электроники, отвечающей за управление рулями самолета. Если ее не обновить, работа системы может быть менее эффективной. Это не представляет угрозы безопасности полетов, но и ситуация полностью контролируется. Авиакомпании уже начали обновлять программное обеспечение. Большинство машин исправляют за несколько часов. В редких случаях нужно заменить отдельные электронные блоки. Благодаря быстрой реакции рейсы выполняются почти без задержек, а пассажирам волноваться не о чем. Проблему выявили вовремя, и крупного хаоса в расписании пока нет. А дальше еще есть важная новость. В Германии средний бизнес сталкивается с вызовами. Компании, которые раньше активно развивали и создавали рабочие места, сейчас сокращают инвестиции в развитие, чего не наблюдалось, внимание, с 2009 года. Сейчас лишь 2/3 предприятий планируют инвестировать в развитие в ближайшие месяцы. Причины ясны. Бюрократия забирает слишком много времени, налоги и зарплаты растут, а квалифицированных специалистов не хватает. Многие фирмы уже экономят на все, что можно, и готовятся повышать цены на свои товары и услуги. Особенно тяжело приходится фермерам, строителям и пищевым производителям. Эти факторы могут замедлить экономический рост страны, если инвестиции не вернутся на прежний уровень, темпы создания новых рабочих мест снизятся, а компании могут корректировать свой штат сотрудников. Эксперты отмечают, что для исправления ситуации нужны серьезные реформы, меньше бумажной работы, поддержка для компаний и меры, которые помогут удерживать квалифицированных работников. Пока государство и Фридрих Мерц готовят стимулы, предприниматели относятся к ним осторожно. Многие говорят, чтобы экономика снова пошла вперед, помощь должна быть реальной, а не только на бумаге. В противном случае спад инвестиций продолжится, а проблемы среднего бизнеса будут усиливаться. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.